канале Тайна. Сегодня я буду рисовать камин, потому что я в прошлом видео заспойлерила, что я сегодня буду рисовать. Так что сегодня я буду рисовать полностью камин без линейки, потому что я верю своим рукам, которые у меня из попы, конечно, растут. Ну да ладно. Сегодня я буду рисовать камин, елочку и вот такую вот картину, и пол, и подарки, и палас. Ну, я еще попытаюсь. Возможно, паласа не будет, потому что знаю, как я рисую палас, это какой-то кринж. Начинаем с того, что мы вырисовываем пол. Вот так. Примерно вот тут. То есть, чтобы вот тут было место. Потому что вот тут будет, вот в этом вот этой вот окружности будут подарки. Потому что здесь будет елка. Наверное, начнем с камина. Камин у нас начинается вот с такого вот квадрата. Так, как бы вам бы сделать? Давайте мы вас чуть-чуть сейчас припустим, вот, чтобы вам было лучше видно. У нас идет на штативе. То есть на моей кольцевой лампе. Я не доверяю лампе. Чуть-чуть, потому что я боюсь, что мне сейчас телефон упадет. Я боюсь за него. Вот, вам тут уже намного лучше видно, да? И у меня обязательно есть этот. Ну, мы еще сегодня будем рисовать. Давайте сперва, прежде чем мы начнем камин, мы подровняем. Мы обязательно пользуемся ластиком. Не обращайте внимания, у меня еще с 1 класса, я уже в 6. Что? Начинаем с того, что мы делаем вот так. Вот так. Как будто мы сейчас будем рисовать дерево, но нет. Так. Нельзя доверить моим рукожопым рукам. Ага. Вот тут мы еще проводим вот такую вот полосочку. Мы еще в конце, если что, все подровняем. Так что я делаю вот на вот таком вот расстоянии, потому что вам будет не... Объясняю, сейчас мы просто подравниваем. Пока я буду подравнивать, вы тоже подравниваете. Вы можете пользоваться линейкой. Если я воспользуюсь линейкой, называйте меня точно рукожопом. Хочу вас обрадовать, я не могу останавливать здесь видос. Ну, шиздец. Ну ладно, подравниваем. Подравниваем. И теперь вот тут мы делаем такую же пригорочку, как и внизу. Я просто перерисовываю камин, который у меня дома. У меня нету дома камина, у меня есть мини-камин. Но у меня все равно лучше получится. Я не все прям с него копирую, я просто копирую верхушки. Я просто других каминов никогда не видела. Электронные я не люблю, мне они не нравятся. Объясняем, если вы делаем здесь такой-то заборчик, потому что все углики мы не будем выпускать наружу. Вам там хорошо видно? Да, хорошо, я вижу. Так, теперь мы это все подчеркиваем, раз уж все идеально. Если что-то не идеально, сразу не делайте. О, мою голову не видно. Нет, все равно меня не видно. Извините, то, что я кашлю. Так. Вот тут, вот тут, вот. Вот тут, вот. Теперь мы вырисовываем кирпичики. Мне так сильно захотелось каменный кирпич. Че я только что сказала? Ладно. Кстати, но он же у нас не плоский. Не плоский. Или плоский. Ай, ладно, не будет он у нас плоским. Попытаемся сделать его не плоским. Фигово получилось, я знаю. Не надо мне этого говорить. Лучше бы я этого не делала. Опозорилась на полстраны. Ладно. Так. Итак, вы вырисовываете. Только эту фигню не трогайте. Конечно, сейчас бы сделала побыстрее бы. Если бы могла. Это ж вам не тикток кидать колотить. Вы, возможно, знаете, откуда это словечко
откуда оно? Откуда оно приплыло? Тот, кто напишет комментариев откуда, если кто-то угадает, того я поставлю лайк. Теперь мы делаем часы. Я делаю часы, как у нас дома. Вы можете сделать часы, как у вас дома, если они у вас такие вот есть, которые стоят, не которые висят. Которые висят неинтересно, а так можете взять с интернета. Вы же можете в любой момент остановить. У нас типа идет только к 12, и скоро будет 00, скоро будут там подарочки. И делаем вот тут, а вот тут, а вот. Вот такую вот свечку. В свечках я прям мастер. Кстати, вам даже свечку видно, я в шоке. Моя долбанная болезнь взяла верх. И вот сюда я нарисую какой-нибудь шарик. Просто обычный шарик. Я туда ничего не буду рисовать. Могу так елочку. Кто что хочет. Может быть, обычно у вас шарик. Там, конечно, плохо видно. Ну ладно. Мы приступаем к той самой елке. Мы делаем отсюда. И мы не делаем широкую ее. Не надо ее делать широкой. Иначе у вас ничего не выйдет. Елка у вас будет на пол листа. Самое главное, не торопитесь. Начнете торопиться, как я в детстве. У вас получится не елка, а палка. Не, ну а что? Кстати, елка у меня впервые такая. И вот тут-то вот вы можете так сделать, типа, ну не поместилась елка в кадр. Нам в кадр. И вот тут. И вот тут вы делаете вот так. Можете сделать вот так. К примеру, как я. Я, наверное, не буду делать это дупло. Потому что, ну, я не покупаю живые елки. Я думаю, если ты купишь живую елку, ты гробишь нашу природу. Мне обидно. Так, теперь так. Типа елочки, иголочки, приклади. Кстати, кто как хочет, тот может разрисовать. Я не знаю, буду ли я разрисовывать, потому что видео тогда затянется на час. Подготовиться на час записывать ролик. Хотя моя мама скажет мне одно. Типа, доча, мне уже надо там что-то делать, а ты меня не пускаешь в комнату. Да, потому что стесняюсь при всех говорить. Особенно, когда смотрят при мне мои видеоролики. Вы знаете, как я стесняюсь? А елочка вот как раз таки отменная получается. Не знаю, как по мне, она прикольная. Она мне на данный момент ежика напомнила. Вы делаете, объясняю, вот чтобы вам стало легче. Кто как хочет, кто-то рисует даже так, треугольником елку. Я добавляю эти штучки, чтобы елку оживить. Вы можете даже, ну тут просто как будто вы делаете запятую. То есть так-то ставите и вшах. Не знаю, зачем я, конечно, сейчас только что говорила. Ну ладно. Теперь мы приступаем к подаркам. Долгожданным подаркам. Ладно, давайте еще потянем. Нарисуем над камином картину. Что, кто хочет, что хотите, то и рисуйте в картину. Я ж не говорю, чтобы вы прям за мной повторяли. Я вот нарисую, к примеру, вазу. Ну, не пустую, ребят. Подкорректируем вазу. Ну, конечно, у меня ваза в большом объеме. Хорошо получается. Там будет, короче, трава. Я не хочу цветы рисовать. Класс. Теперь, наконец-то, подарки. Мы делаем такой один смачный большой подарок. Такое ощущение, что туда 3 PlayStation запихнули. Вот вы все представляете, если кому... Тот, кто любит PlayStation, ну, тот, кто играет на PlayStation, и там, короче, 5 штук PlayStation 5, и все для вас. Одна сломалась, а второй пользуйтесь. Вы только специально не ломайте, чтобы до конца дойти. Не, ну а что? Ну или PlayStation и всякая там фигня. Не знаю, короче. Не знаю, зачем он, конечно, были бы PlayStation 5 штук.
а не PlayStation 5. PlayStation 5, конечно, классно, но я сама не играю. Зачем? Мне просто лень будет. Да и причем я вот так. Подарки, кстати, обычный квадрат. И вот так-то ленту типа обматываете. Подарки как хотите, так и делайте. Вообще будет все равно. Детей типа куча там. Подарков на полдом. Дед Мороз, наверное, пока разгружал, такой, пол мешка освободил. Кто хочет, кто не хочет вообще, можете еще вот так вот и мешок нарисовать. Да, именно вот так вот. Вот так вот. Да, тут сердечко будет. Что? И будет у вас тут мешок стоять. Разрисовывать. Будем. Ладно, давайте будем. Видео затянется еще на... Так, у нас 11 минут всего лишь прошло. Я так быстро делаю все. Но посмотрите, какая красота. А вот задний план я вообще почти что не делаю. Вот мне, если честно, лень. Только не говорите, что он не рисует. Опозорилась, блин, перед вами. Хотя цвет для елки нормальный, как по мне. Типа, знаете, он полупишущий, а елка у нас такая полупрозрачная, потому что, ну, она не прям же идеально вся закрывается. Так что, как по мне, это нормально, это адекватно. То, что вот елка у меня сейчас будет такая. Только если у кого-то раздражаемость идет, пропустите видос. Я не хочу ваши уши портить. У меня ничего не будет. Мало ли, вот мою подругу бесит звук, когда я вот так-то ввожу прям быстро. Ее аж прям начинает калашматить, и он начинает на меня орать. Так что, если у вас то же самое, ребят, прошу вас, не надо. Если я ее люблю подоставать, ну, мне можно, и она меня тоже чаще всего достает этими неприятными звуками для меня. Так что у меня будет типа ночь. Да, у меня пусть будет ночь. И там типа, вот знаете, как будет? То есть здесь уже типа все потух. Или хотите, можете даже сделать себе с огоньком. Я сделала потушенный, потому что, не знаю почему. Елка у меня будет почему-то не украшенная, потому что елочка, как по мне, елочка это елочка. Делаем красные подарки. Я всегда видела красные почему-то подарки на Новый год. В картинках забиваю, а мне именно красный подарок попадается. С зеленой лентой причем. Так что я сделаю полностью красные подарки, но и будет зеленая у меня лента. Самое главное аккуратно обводить, аккуратно. И, кстати, да, вы же пользуетесь линейкой, так что у вас идет почему-то все аккуратно, а у меня как из попы. Вы можете подставлять линейку, чтобы фломастер не зашел за эту фигню. Рисую я давно, а получается, как будто бы я первоклашка, да? Фигня же, да, по-моему, получается. Короче, мы посмотрим в конце видео. Ну да, в принципе, если сейчас подкорректирую, все будет вообще прям чики-пуки. Нормально. Конечно, очень сильно тяжело, когда вот у тебя вот тут лента, и надо ее обходить. Кстати, кто хочет, тут может делать без ленты. Я же вам ничего не говорю. Останавливайте видео, вот. Я до этого почему-то не отодвигала, вот. Останавливайте видео, смотрите. Вот так вот. Так получилось. Перерисовывайте, потому что бывает мои руки вот так мешают. Останавливайте видео, все делайте. Считать до 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Я продолжаю, потому что у нас видео не резиновое. А, даже не отпечаталось. Вообще прям шок. Я делаю красный камин. Стоп. Разве он не должен быть бордовый? Сейчас посмотрю. Да, камин должен быть бордовый. Вот это у меня бордовый, так бордовый. Смачно, значит, останется отпечаток сзади листа. Мы рисуем на обычном листе, не на холсте. Мы не рисуем на шаблоне. Мы не рисуем на... Как вот там? На большом листе. Специально для рисования, для художников. Нет. Классно. Все кубики закрыла. Застрелиться. Пристрелиться. Да. Если вы рисуете бордовым, то знаете... Придется еще раз обводить. Но мы теперь это делаем быстро, потому что мы знаем, я перерисовываю по своим кубикам. Так. Минута молчания. Давайте. Там чаще всего в таких вот фиговинах песенки это когда заканчивается. Я ж не могу вечно петь. Не могу. Да, я также могу и петь. Да. Новый год. Я обожаю что-нибудь нарисовать. Тиу. Теперь вам картинка стала ярче. Причем намного ярче. Не забудьте часы и обвести красивенько. А елку вот не обводите. Подарки можете. Подарки аккуратненько обводим под линеечку. Я же Милана, мне вообще все лень. Так что я выкидываю линеечку и даже не обвожу. А для вас советуется рисовать все под линеечкой. Я же стараюсь рисовать все красиво. У меня как всегда. А как всегда это как? Это всегда через поп. У меня рукопоп. Меня прям так называют. Рукопоп, иди сюда. Да. Но если под конец получится отпадный рисунок, я буду рада. Так, сердечко, вот так. Обвели половину. Можете вот так вот подчеркнуть. Теперь мы обводим картину. Картина. И вот тут так. Хотите, можете его даже зеленым нарисовать. Почти. Так. Ага. Еще чуть-чуть, ребята. Еще чуть-чуть. И мы еще тут вот делаем. Я делаю горшок красным. Вы можете делать вот синим, желтым, оранжевым, бордовым, разноцветным. Как хотите. Я делаю рамку розовой. Не знаю, конечно, почему. Ну ладно.
рамка на Новый год, лишь только... Ой, какой был звук. Я только что, возможно, ваши уши, да, потревожила. Мешок не делайте вот таким. Не надо его делать темным. Вы можете темный сделать внутри кабина. Камина, извиняюсь. Кабина. Ядрить, колотить. Моя русская речь меня покинула. Потому что это камин. Там все время черном. Потому что, ну, в камине же все время, да, типа, от огня, все становится черным. Вот у нас на улице стоит мангал. И он стоит около железной балки. Как вы думаете, балка теперь черная или белая была? Как? Мы вообще ее делали под березку. Но потом мы смотрим, а она у нас вся такая черная. Я подвожу все красным, потому что так не будет видно. Хотя и так даже не видно. Ну ладно. Мы берем светло-коричневый. Светло-коричневый берем. Вот все. Можете разукрасить пол, но моя картина полностью закончена. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео, вообще хоть с чем. И всем пока!